Всем привет! Кто-нибудь знает такого автора, как Джуди Сан? Вот я лично не знаю, узнал о ней только впервые. Но это не меняет сути. Я хочу донести до ее аудитории, что на ее канале сейчас происходит очень странная ситуация, которая, в свою очередь, возможно, и ей самой не подконтрольна. Давайте перейдем к скриншотам. Тут мы видим очень сильный контраст между прошлым и нынешним контентом. В ответах на комментарии также от автора ни ответа, ни привета. Мое видео может показаться разоблачением, но на самом деле я просто поставил перед собой задачу выдвинуть свою версию, что случилось. Кто-то взломал ее аккаунт и получил к нему доступ. Потому что я увидел, что изменения коснулись только вкладки видео на ее канале. Ни постов, ни комментариев, ни канала, ничего другого не изменилось. Плюс к тому же ее аккаунт ограничили в доступе, так как аватарка была примерно вот такая. Значит, на аккаунте были прямые нарушения, а сам автор со своим аккаунтом так бы не поступал. Остается только вопрос, кто управляет аккаунтом. И ключевой вопрос, как это вообще произошло. И лично у меня целых 3 ответа, все из которых могут быть неправильными, но, по крайней мере, я попытался их найти. Если вам интересны они, слушайте. Джуди также где-то у себя за кадром пользуется интернетом, она скачивает приложение, программное обеспечение и могла скачать что-то вредоносное, допустив утечку данных, не по своей вине, разумеется. И вот получилось то, что видим. Почему сказал я, что это не ее вина? Потому что это очень совсем нередкая ситуация, да, утечки данных случаются постоянно, изо дня в день, из секунды в секунду, они везде. Последнее видео на ее канале, именно ее видео, было 4 года назад. То есть она могла уже и не помнить о том, что у нее тут вообще-то канал. Забытый канал, забытый аккаунт. Забытый аккаунт, забытые настройки безопасности. Забытые настройки безопасности, то есть не следование трендам безопасности. А следовательно, прорыв данных через то, что уже вот ослабело. Наверное, попал под DDoS-атаку ее канал. На ее канал не целились изначально, но он попал в зону последствий. И это не зависит от того, насколько давно она снимала и какой контент она снимала. А дальше и утечка данных, и взлом, и резкие правки в контенте – это все естественные последствия вот того, что произошло. Теперь хочу вам рассказать, что такое DDoS-атака вообще. И нам для этого нужна ассоциация. Представьте, в вашу школу вы, наверное, ходить не хотите, да? Но представьте все равно, да? Там встала толпа и просто не дает вам зайти. Просто вот учителя, все преподаватели, вот, которые хотели зайти в школу, ученики, там отличники, да, неважно. Они просто стоят просто потому, что их блокируют, и все. Все, кто пришел, хотели начать занятия, а занятия просто нереальны. Так как во дворе школы перегруз просто людей. Так что точно так же и с серверами. Поступает очень много запросов. Эти запросы начинают загружать сервер. Сервер перегружается, дает просто вот очень сильный, мощный, опасный сбой. Через сбой уже и вот все, хана и данным. Утечки, взломы и так далее. Хотелось бы также уточнить, что DDoS-атака и просто много запросов, проходящих через сервер, это просто по природе свои разные вещи. Просто хотелось бы внести четкость, да? Вот смотрите, в интернете много данных, но они распределяются, имеют определенный строгий порядок, и вот запросы тоже, они распределяются как-нибудь, да, вот по порядку своему, да, по весу и так далее. Но DDoS-атака это когда не распределяются, а просто вот ящик из запросов всем своим весом сбросили на сервер, и он дал сбой. Вот и все. Хочется сказать, за пределами того, что мы видим в интернете, это явление тоже совсем не редкое. Хочется под конец сказать, что видео было просто как обзор того, что произошло вот недавно, да? И автора того канала, вот, который я сейчас разбирал, его не нужно ни в чем обвинять, вот просто. Просто как-нибудь. Цель у меня предупредить и аудиторию этого канала, и самого автора этого канала, того, что я обозревал. И все. И это все цели, которые я преследую.
Поэтому я надеюсь, что я правильно понят. Всем пока.